Здравствуйте. Мой сегодняшний ролик о венгерской гиперинфляции. Я бы даже сказал о великой венгерской гиперинфляции. Покажу, как это выглядит в моем альбоме, покажу все банкноты. Наверное, сделаю даже какие-то сверху надписи, для того, чтобы было понятно в рамках ролика, для того, чтобы было понятно, о каком количестве нулей мы вообще говорим. Постараюсь сам не запутаться с этими нулями. Прежде всего прокомментирую, с чего я для себя эту гиперинфляцию начинаю. Вот с этих двух номиналов 500 и 1000 пингё. Это у нас май и июль 1945 года, то есть самое окончание войны. И Венгрия, соответственно, сталкивается с проблемой гиперинфляции. Почему именно эти номиналы? Потому что до этого дизайн банкнот был немного другим. Это как бы явно выглядит как предыдущий выпуск 1000. Вот новая 1000 уже такая гиперинфляционная. И, конечно, здесь была вот такая вот сотня. Вот те же самые 500, которые у меня лежат. Сразу скажу, что по банкнотам есть свои моменты там с опечатками, с разными вариантами и так далее. Я не тратил на это время. У меня была цель собрать вот именно все номиналы. То есть понятно, что по ряду банкнот, даже вот этих гиперинфляционных, каталог выделяет разновидности. Может быть, вот с этой сотни надо было начать. Можно было бы подумать об этом тоже. Но это несложно. Здесь еще такой красивый вид Будапешта. Ладно, давайте начнем. Итак, 45-й год, лето, и гиперинфляция захлестывает Венгрию. В июле мы получаем номинал 10 тысяч пингё. Дальше. И я буду показывать, у меня в альбоме расположены банкноты не сверху вниз по страницам, а построчно. Вы увидите потом почему. С точки зрения дизайна и одинаковых номиналов. И обратите внимание, что в начале банкноты, в начале гиперинфляции банкноты еще нумеруются, у них есть сквозная нумерация, они многокрасочной печатью выполнены, потом ближе к концу уже, соответственно, этого ничего нет. Итак, в октябре 100 тысяч пингё, в ноябре 1 000 000, также в ноябре 10 миллионов пингё, 100 миллионов и миллиард в марте 1946 года. Миллиард пингё одной банкнотой. Тоже еще пока с номером. Дальше принимается решение о том, чтобы то есть большое количество нулей там как-то не усложнять, и вводится такое название денежной единицы, как мил пингё, то есть это 1 миллион пингё, 10 в шестой степени. То есть здесь мы добавляем просто чтобы понять этот номинал, это 10 тысяч умноженное на 10 в шестой степени. И, соответственно, видите, дизайн остается тем же самым, просто еще 6 нулей добавлено сверху, к верхней банкноте, к верхнему ряду. 100 тысяч мил пингё, то есть 100 тысяч миллионов, это значит то же самое, что 100 миллиардов. 100 миллиардов, 10 в 11 степени, то есть вот эта банкнота, она аналогична самому большому номиналу греческой гиперинфляции. Вот этой банкноте 100 миллиардов драхм. То есть вот они по количеству нулей равны. Но в Греции это произошло в 1944 году, а в Венгрии, соответственно, в 1946 году. И, соответственно, Венгрия на этом не останавливается и далеко позади оставляет Грецию и движется дальше. Май 1946 года. Миллион миллионов. Миллион пингё, 10 миллионов. 100 миллионов мил пингё, это аналог, давайте посчитаем, 100 миллионов миллионов. То есть это у нас 10 в 14 степени. Это аналог вот этой банкноты, тоже достаточно известной. Самый высокий номинал. Самый высокий номинал гиперинфляции Зимбабве 2008 года. Такая сейчас достаточно популярная банкнота с большим количеством нулей. Здесь она называется триллионы, 100 триллионов долларов. 3, 6, 9, 12, 13, 14 нулей.
То есть 10 в 14 степени. И здесь вот на этой банкноте тоже 10 в 14 степени. И в принципе те же самые 10 в 14 степени, это самый высокий номинал Германии, гиперинфляции Германии начала 20-х годов. Это 100 триллионов она называется, ну биллионы, триллионы. В принципе, как бы в разных странах по-разному называется эта сумма, эта цифра с 12 нулями. Ну вот, то есть вот этот номинал равен по количеству нулей вот этому, и, соответственно, самой высокой гиперинфляционному номиналу, самой высокой банкноте Германии 24 года. Ну, соответственно, Венгрия движется дальше и оставляет позади Германию, Зимбабве. И потом мы получаем в июне 46 года миллиард милпингё, то есть миллиард миллионов. И после этого эти банкноты, давайте посмотрим на каком этапе. Вот здесь вот банкноты перестают нумероваться, то есть дальше мы уже получаем фактически просто бланки. Этот миллиард милпингё тоже как не пронумерован. И после этого в июне 46 года страна использует следующий вариант названия валюты бипингё, то есть 10 в 12 степени. 10 в 12 степени это триллион. Вот здесь уже надо как-то совсем не запутаться. То есть это 10 тысяч на 10 в 12 степени. Вот так вот. 100 тысяч бипингё. Июнь. Миллион. 1 миллион бипингё. То есть 1 миллион триллионов. 10 миллионов бипингё. И тут мы подходим к самому высокому из тех номиналов, которые были в обороте. 100 миллионов бипингё, то есть 100 миллионов триллионов. Если все пересчитать, это у нас получается 10 в 20 степени. После этого была подготовлена и не напечатана, но не выпущена в обращение банкнота в 1 миллиард бипингё. Давайте, к сожалению, у меня ее нет. Могу показать ее только вот здесь, вот, то есть вот в каталоге. То есть теоретически здесь еще вот эта банкнота должна быть. Она, повторюсь, была напечатана, но не выпущена в обращение. И в принципе эту банкноту можно считать с банкнотой с самым высоким номиналом. Ну и предыдущие тоже, в принципе, да, самого высокого номинала, которые вообще когда-либо были напечатаны в какой-либо стране. Вот. А вот эта банкнота в 100 миллионов бипингё была в обращении. Пусть там очень непродолжительное время, но была в обращении. И это, соответственно, в 10 в 20 степени. А следующее это 10 в 21 степени. Вот. Так она выглядит. Такая красота, если можно так сказать. Да, по дизайну совсем непонятно, о чем идет речь. Какие-то буквы, какие цифр вообще нет ни одной. То есть надо так погрузиться, разобраться с этой темой, да. И таким образом вот Венгрия закончила период своей гиперинфляции, перешла на форинты в июне 46 года. И эти вот известные фотографии, которые мы видели, которые легко найти в интернете, когда дворники сметают вот эти вот самые банкноты просто как бы метлами там, летом 46 года. Такие известные вещи, да. Ну и можно еще раз положить, сравнить вот эти две гиперинфляции, которые я могу показать, и сравнить по номиналам. Это, соответственно, у нас 10 в 11 степени, это 10 в 14 степени, а это 10 в 20 степени. Вот такая вот история в Венгрии произошла в 46 году. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.